Всем привет! Сегодня я буду делать праздничные украшения в технике соты. Наиболее распространены соты в форме шара. Ими часто оформляют фотозоны, но бывают и другие фигуры. Выбор формы, размера и цвета зависит от случая – детский праздник, Новый год, свадьба или юбилей. Изготавливают этот декор чаще всего из бумаги тишью. Она яркая и тонкая, и украшения получаются легкие и воздушные. Если такой нет, то можно обойтись обычной цветной или офисной бумагой. Главное, чтобы с обеих сторон она была одного цвета. Сначала делаем самый простой вариант – шар. Есть два способа изготовления. Первый заключается в том, что надо вырезать круги из бумаги. Мой шар будет диаметром 20 см, поэтому и круг вырезаю с таким же диаметром. Это максимум, что можно выжать из формата А4. На такой размер хватит 20 штук. Если надо размер больше, скажем 30 см, то придется количество круглых заготовок увеличить до 25 штук. Соответственно, для меньшего диаметра может хватить и 18. Теперь круги сгибаем пополам. Их надо разрезать на половинки, но одновременно вырежем в центре выемку. Дугообразный срез необходим для того, чтобы шар потом легче и ровнее развернулся. Чертим по шаблону и вырезаем серединку. Для ускорения дела берем несколько заготовок сразу. Далее разрезаем по линиям сгиба. С 20 кругов я получила 40 полукругов. Именно столько слоев будет в шаре. Теперь нам нужен трафарет или шаблон. Это лист бумаги, который разграфлены на линии двух цветов. Эти линии чередуются, то есть не четные черные, а четные синие. Расстояние между соседними линиями я взяла 3 см. Верхняя линейка чуть ниже края листа. Проведем вертикальную линию, с которой будем совмещать детали. Итак, полукруг размещаем на шаблоне. Желательно, чтобы деталь закрывала по высоте не менее 6-7 линий шаблона, иначе сот будет маловато, они станут слишком крупными. Первую заготовку промазываем клеем для бумаги на уровне черных линий. Синие пропускаем. Сверху осторожно накладываем вторую и наносим клей на уровне синих линий. Теперь уже пропускаем черные. Третий полукруг промазываем снова по черным линиям. Если выдавливаете ПВА прямо из баночки, старайтесь наносить клей как можно тоньшими полосками и немного не доходить до самого края, потому что часто с краю остается крупная капелька клея. Когда накроете следующим листом, она может вылезти наружу и склеит больше деталей, чем нужно. Все слои слипнутся и шар не раскроется. Если клей слишком густой и тонкие полоски не получаются, то можно налить его в крышечку и разбавить каплей воды. Тогда клей легко наносится узкой кисточкой. Много воды добавлять не следует, иначе клей будет держать слабее. Таким образом, в шахматном порядке нужно склеить все заготовки. Чтобы укрепить крайние детали, приклеим картон, но немного меньшего размера. Так его не будет видно в готовом изделии. Крепим шнур, на котором шар будет висеть. Можно чем-то придавить, пока не высохнет клей. Теперь раскрываем шар. Чтобы зафиксировать его в развернутом состоянии, можно склеить крайние стороны двусторонним скотчем или клеем, но тогда его невозможно будет сложить для хранения. Я же скреплю шар канцелярскими скрепками. Попробуем сделать декор другой формы. Обводим шаблон на цветной бумаге. Для сердца размером 15 см я вырезала 46 половинок. Соты будут мельче, поэтому линии на трафарете я наметила на расстоянии 2 см друг от друга. Здесь тоже чередуются линии двух цветов. Размещаем первую деталь на шаблоне. Как раз 7 линеек в ней помещается. Но есть один важный секрет. Чтобы получилось сердце, верхнюю линию промазывать клеем нельзя. Там идет закругление к центру, и если это место склеить, соты потом не развернутся. Чтобы не путаться, можете ее даже не чертить или выделить третьим цветом. Итак, наносим клей на уровне желтых линий.
Следующий лепесток промазываем по черным, но не трогаем верхнюю линейку. Третью снова по желтым. И так далее. Стараемся не смещать детали с места, чтобы не скривить. На крайние детали приклеиваем картон, чтобы при развороте фигуры они не порвались. Сердце мне захотелось украсить кружевом. Я приклеила его к одной из картонных половинок. В местах закруглений сделала складки и зафиксировала их степлером. Кладем все это под пресс и ждем, когда высохнет клей. Разворачиваем сердце. Кстати, из таких сот можно изготовить открытку на День Святого Валентина. Для этого нужно сделать декоративную обложку из картона, а внутрь вклеить сердце, только количество слоев уменьшить вдвое. При открывании открытки соты будут расправляться. Но вернемся к фигуре. Надо прикрепить ажурную ленту на противоположную сторону сердца. Если бы я об этом подумала сначала, то можно было бы приклеить ее на центральную половинку сердца еще на первом этапе, и не было бы проблем, а сейчас придется выкручиваться с помощью степлера, клея и прищепок. На этом этапе видно еще одну мою ошибку с кружевом. То, что я наклеила его на картонку, не дает зафиксировать сердце канцелярскими скрепками. Мешает лента, поэтому придется просто склеить крайние стороны. Теперь декор невозможно будет разобрать и сложить для хранения. А для того, чтобы фиксировать его скрепками, или не используйте декоративных лент, или еще на этапе склеивания на трафарете с линиями прикрепите их на две половинки сердца, например, на 10 и на 33. Главное, чтобы между ними было одинаковое количество слоев. Сверху крепим петлю, чтобы сердце можно было подвесить. А теперь я использую другой способ. На этот раз сделаю небольшие елочные игрушки, поэтому трафарет возьму еще мельче. Расстояние между линиями 1,5 см. Фигуры можно сделать одноцветными, а можно и разноцветными. Я взяла листы различных цветов и просто склею их вместе, по тому же принципу, что и шар, и сердце. Один лист промазываем по четным линиям, следующий по нечетным. Здесь у меня 36 листов. Для шара и широких фигур этого мало, но если выбрать удлиненную форму декора, то должно хватить. Вообще-то в таком декоре есть закономерность. Чем шире фигура или чем мельче соты, тем больше надо листов. А при узкой форме или крупных сотах количество слоев уменьшается. Теперь наклеиваем сверху шаблоны из картона. А когда клей высохнет, вырезаем по ним форму. Если бы заготовку мы склеили не из обычной цветной бумаги, а использовали бы тонкую бумагу тишью, то сейчас бы с легкостью вырезали ножницами. Но такая толщина им не по зубам, поэтому я воспользуюсь канцелярским ножом. На вторую сторону тоже клеим картон. Клей высох. Пробуем развернуть игрушки. Здесь видно, что кончики не сходятся, значит в середине что-то мешает. Лишнее придется срезать. Уже лучше. Разворачиваем и фиксируем скрепками. Я попробовала сделать фигуры разной формы, размера и цвета. Опыт показался мне интересным. Теперь осталось развесить декор по местам. Надеюсь, видео было вам полезным. Если да, не поскупитесь на лайк. Спасибо за внимание и всем пока!